в дырочку. Все, увидимся на полях сражения и починки вот этого Мерседеса и вот этого. Потому что если они попадают в мои руки, они из этих рук больше не выходят. В нормальном состоянии. Всем привет, друзья! И сегодня идет дождь, выходной, все люди сидят дома, смотрят Comedy Club или отсыпаются после каких-то вечеринок. И кто единственный такой едет в гараж? Конечно же я. И сегодня мы будем с вами делать очень интересную работу. Менять колодки стояночного тормоза, потому что у меня скоро техосмотр, а ручничок-то не работает. Если вы знаете, в наших Мерседесах, начиная с 190-го Мерседеса, да может еще и раньше, там 124-й, 210-й, 140-й, колодки ручника, они сделаны отдельно от заднего тормоза, сделаны они по типу барабанных колодок. Это очень надежный механизм, очень классный, но чаще всего наши машины стареют, эта система выходит из строя. И так как ее достаточно для некоторых людей сложно ремонтировать, то чаще всего на нее забивают, и люди просто ездят без колодок стояночного тормоза. Они паркуют машину на передаче, а если вы знаете, это достаточно небезопасно, потому что припаркованная машина на передаче на достаточно большом склоне, она может выбиться из передачи, машина может покатиться, поэтому обязательно должна быть система, которая страхует машину от того, чтобы она куда-нибудь покатилась. Да и при том, зря, что вы не обслуживаете ваши колодки стояночного тормоза, потому что это очень удобно и классно. И давайте сейчас с вами займемся этой работой. Я не как именитые блогеры в белом буду это делать. Естественно, я переоденусь в черную работу, потому что всегда, когда ты приезжаешь в гараж, ты потом выходишь просто черномазым трубочистом. Поэтому поехали. Music bumping, we just keep on rolling. Yeah. No, we never stop. Shake, shake, shake your honey till the morning. Видите, вот сам вот этот механизм. То есть вот этот механизм, видно то, что он вообще не держится. То есть он должен нормально держаться. О, видите, насколько они выгнили? Вон даже туда, короче, это все свалилось. И вот пружинка. Значит, мне один товарищ ставил их от BMW, потому что в Мерседесе вот эти солдатики, они просто как пружинки. Зачастую просто вот эта железяка, она сгнивает у многих. Видите, она уже просто дырявая, ржавая. И поэтому вы уже солдатики эти не вставите. Понимаете? Если у вас сгнило, вам надо что-то колхозить. Вам надо что-то предпринимать, потому что вы тогда не вставите ваши колодки нормально, стояночные. И мне кажется, что у меня именно та ситуация, которая показывает, что я не смогу даже новые. Я купил новые колодки, понимаете? Но я смотрю, что и этих еще тут достаточно. Но просто задача в том, чтобы вот эти солдатики, они стали на место. Тросов. Изначально вам надо, кстати, проверить, у вас троса в нормальном ли состоянии. Если у вас троса в плохом состоянии, их нужно заменить, они стоят тоже недорого и меняются они не так-то сложно, в принципе, но делается это из ямы. A few moments later. Просто потому что это пиздец. Сука, проебаться. Книга пиздючая такую хуйню пишет, блядь. Сказали бы, что надо проволочкой натягивать. Нет, блядь, просто установите пружины. Приколи? Просто установите пружины. Ёб твою, мы сами знаем. Мы сами знаем, что надо установить пружину. Погоди, сейчас. Книга ебучая. Дай-ка. Смотрите, что творится с колодками.
Пиздец, блядь. На. Смотрите. Смотрите, пружинка. Пизду. Короче, чуваки, если вы решите делать вот эту штуку, вы реально камикадзе. Вы реально отбитый, безбашенный чувак. Ну что, давайте заменим, прокачаем эту тачку. Снимаем пружинку. Ай, блядь, звонят. Втягиваем верхнюю пружину. Что, может, не будем вытягивать ничего? Ну, бля, ну оно видишь какое, ну нахуй надо. Слушай, давай сделаем. Ну, одну сделали как надо вторую сделать как надо. Вот, барабанчик. Барабанчик пускай. Вот он. Потом нижняя пружина. Вот, у тебя единственная нормальная пружинка осталась. Вот я ее вытягиваю. Сейчас. Пружинку вытянули. Вот у тебя из всего, что тут есть, единственная живая пружинка была. Мы ее оставим, они нужны, они постоянно. И эти пружинки тоже ставь на всякий случай. Так, ну и большая пружинка. Мы тоже снимаем. Вот, смотрите, состояние колодок — это то, как они износились, когда пружинки отгнили и пиздец произошел. Проблема в том, что выгнивает вот это вот. Значит, для начала цилиндрик этот разбираем, смазываем. Любой смазкой высокотемпературной. Вот так вот, для того, чтобы он хорошо вертелся. Смазали. Все, должен хорошо вертеться. Дальше покупаем комплект из новых таких пружинок и вот таких вот пружинок. Тоже покупаем. Значит, колодки у нас оригинальные, еще пока что, ну, в неплохом состоянии. Поэтому еще пока что походят. Я видел и хуже. Поэтому, значит, что мы дальше делаем? Тут есть механизм. Вот с этой стороны. Вот такая собачка. Собачка есть. Ее, конечно, лучше всего, вот такая собачка. Ее, конечно, лучше всего снять и разработать сам механизм, но с тросика. Но если мы его снимем, мы, скорее всего, заночуем тут до завтрашнего дня. Поэтому единственное, чем мы ограничимся, это ее пропрыскаем ВДшечкой. Вот так вот. Пропрыскаем и смажем высокотемпературной смазкой на отвертке, потому что нам завтра проходить техосмотр, и просто, ну, уже нет времени подготавливать машину от и до. Вот. Должно работать хотя бы как-то, ручник должен работать. Слушай, а это вообще хуйня снимается или нет? Это снимается, но ты как? ее не трогай пока что. Нет, так я... Вот, оно на шестигранниках тут снимается. Вот этот, что вот этот щит меняйте, потому что он сгнивает, и вы потом не поставите эти колодки. В принципе, большинство людей на них забивают, потому что очень сложно их поставить. Берем, значит, как ставятся колодки. Мы уже просто на этом собаку съели, блядь, и не одну. Поэтому, чуваки, это просто дичь, это просто жесть, и я просто ненавижу эти колодки уже прямо сейчас заочно. Значит, для начала мы вставляем собачку. Собачка вот этой стороной смотрит по направлению движения автомобиля. Значит, вот так вот вставляем. Вот так вставляем. Вы по-другому и не ставите. То есть ориентация тут одна будет. Новенькую пружинку вот сюда прямо вставляем в руках. Прямо вставляем ее. Значит, брюки превращаются. Опа, смотрите. Вот, видите? Вот механизм. Вот так вот. Далее мы его устанавливаем. Вот так вот. Устанавливаем. И тут есть некоторые хитрости. Ну, во-первых, вот эта бобинка, она должна, этот кривошип, так сказать, он должен быть полностью у нас сжат. Далее должна... Вот, и коромысло само по себе, это очень важно. Должно стоять на уровне
вот этой выбоины на самой ступице. Ну как вам объяснить? Ну короче, колодки должны вот так вот садиться. Вот, смотрите, видите? Даже можно немножко ближе ее, вот сюда вот. Вот, они должны вот так вот стать. Потому что если вы по-другому, как-то наискосяк, она не станет. Собачка вот эта. Все, мы ее вставили, отлично. Дальше. А теперь самый ответственный момент. Просто вы будете, извините за выражение, ебаться целых 4 часа, но потом ваше нутро просто вы не выдержите и придумаете, наконец, эту супертехнологию, о которой не говорят ни в одной книге. Блять, просто пишут: установите пружинки. Я и сам знаю, что их надо установить. Значит, новые пружинки, есть нижняя часть, вот видите, такой крючочек, и есть верхняя часть, немножко побольше крючочек. Вот этот верхний крючочек мы вставляем в верхнюю колодку. Нижний крючочек мы вставляем в нижнюю колодку. Сначала продеваем ее вот так вот, чтобы она внутрь вошла. Значит, втискиваем ее туда. Значит, все, в нижнюю. Там есть отверстие. Все, всадили. И сейчас прошу вашего внимания. Берем проволоку. Для этого понадобится лучше всего Позвоните Олесе. мальчик специальный. Сейчас. Алло, привет. Я в гараже. Я опоздал везде. Мы тут собираем болид гоночный. Завтра проходим техосмотр. 2000 years later. Вот в самый нужный момент, значит, нужен мальчик, и отключить мобильный телефон, чтобы вас не беспокоили. Вот эту веревочку, так называемую, протягиваем в пружинку, в ушко пружинки. Протягиваем вот так вот. Значит, мальчик держит наверх, натягивает пружинку. Видите? Натягивает ее, а вы в окошечко вставляете ее. В то окошечко в натянутом состоянии. Блять. Оба! Тихо, давай еще. Еще. Many months later. Прошлую ту пружинку у нас ушло 2 часа, чтобы поставить. Эту пружинку мы поставили за 15 минут. Вернее, сам вообще механизм у нас что, смотрите, она стоит ровно, короче, да? Стоит под вот этой собачкой. Вот, она стоит. Значит, смотрите, теперь ваша задача, вот, все-таки проволоку наматываете, один наматывает ее на отвертку, тянет вверх, второй отверткой отсюда пытается ее вставить туда. Вот такая. Все, поняли? Поняли. Погнали дальше. Значит, теперь ориентируем в пространстве вот этот весь механизм. Берем новую пружинку. Вот, новая пружинка. Такая красивая, каленая. Вставляем ее в отвертку. Вот таким вот образом. Вставили? Окей. Дальше колодку продеваем пружинку и вставляем в дырочку в самом щите тормозном. Ориентируем правильно колодку. У колодки должна быть правильная ориентация. Вот, надавливаем, вставляем. Оп, вставил, прокрутил ее. Убедился, что пружинка села. Пружинка села. Берем вторую пружинку. Опять же, таким же образом. Ориентируем колодку. Вот она напротив дырки в щите. Вставляем пружинку. Видите, вот дырочка в щите. Вот дырочка в колодке. Вставляем ее сюда. Находим окно, дупло, блядь, в ступице. Вставляем ее сначала в дырочку в колодке. Надавливаем. Вставляем. Вот, мама Мария, спасибо, что ты есть. Видите, все, механизм стал на свое место. С вас $45 58 центов. Хочу друзьям делать бесплатно, но, пожалуйста, не ездите ко мне. Иначе я просто ёбнусь. С такой работой, блядь, никто за эту работу не берется, потому что это самая геморная работа в мире. Теперь мы должны отстроить сам настроить ручник. Смазываем этот кривошип ВДшечкой. Сначала он должен крутиться. Должен сам по себе крутиться. Крутится он или нет, блядь? Мы его и смазывали, чтобы он крутился. Так, крутится.
А вот он раскручивается. Да. Вот. Значит, вниз он раскручивается, разводит колодки. Значит, смотрите, что сейчас делаем. Садим колодку. Диск, да. Дупло ориентируем в ступице, чтобы дупло смотрело на кривошип. И дырка в диске смотрела на кривошип. И сейчас мы должны развести вот этот внутренний кривошип до того состояния, пока он не зажмет нас диск. То есть проверяем. Крутится, значит еще делаем. Надо это как минимум один раз в жизни делать. Потом это будет делаться намного проще. Так, смотрим, они разводятся? Да, разводятся. Окей. Значит, разводим колодочки. Кривошип. Еще пока не чувствую колодочек, они должны разводиться. Разводим. Вот, уже начинаю чувствовать колодочки. Еще немножко разведем. Так, все, чувствую колодки. А теперь обратно их на несколько положений сводим обратно. Раз, два. Все, уже спокойно. Один чепок зажимает, второй смотрит, как они. Так, зажал. Давай, отожми. Вот, смотрите, крутится, да, диск? Давай, зажимай. Все, не крутится диск, отжимай. Опять крутится. Все, значит, нормально, колодки работают. Все, пацаны, пользуйтесь. Значит, это наши страдания. В этих книгах не написано об этом. Пользуйтесь этим методом. Самое главное, запомните, проволока, второй пацанчик, он тянет проволоку, а вы вставляете в дырочку. Все, пока, пацаны. Увидимся на полях сражения и починки вот этого Мерседеса и вот этого. Потому что если они попадают в мои руки, они из этих рук больше не выходят. В нормальном состоянии. И ваша тачка официально прокачана, гарсон. Не ебет, будете ездить. One eternity later. Million thoughts are spinning around in my head. My pulse won't sit down, 'cause I'm almost there. Now I see you through the window and I'm walking on it, but I won't let you know. Значит, вот тут, если будете менять, вот тут задняя троса, вот тут. И насколько мы видим, проблемой служит то, что трос просто не подцеплен. Поэтому его мы должны подцепить сюда, и надеюсь, все будет работать. Также вот эта штука является саморегулирующейся. Но читая в мануалах, я увидел то, что если у вас педаль, когда мы будем ее регулировать, если у вас педаль проваливается больше 5 щелчков стояновочного тормоза, то нужно регулировать еще вот этот внутренний шестигранник. Мы сейчас тоже это будем проверять. Но я рад, что причиной является не порванный трос, а именно то, что он вот так вот слетел. Да, извиняюсь. Сука! Друзья, спустя полчаса и куча сорванных рук, я все-таки поставил этот механизм. Сейчас, я надеюсь, колодки будут работать. Вот этот шестигранник, его пока что не трогайте. Не трогайте его, пускай он пока что будет в таком состоянии. Посмотрите, мы сейчас сняли вторую сторону, и вот посмотрите вообще, во что превратился этот солдатик. Вот свернулся как червячок. Насколько там все было плохо, насколько эти колодки мешали нормальному движению, и пружинка вообще, наверное, просто в труху растворилась. Посмотрите, насколько. Или это так пошутил надо мной человек, который их ставил, или я не знаю, что уже говорить. Потому что это просто показатель того, что если ты хочешь сделать качественно, ты должен делать сам. Потому что это ну просто пиздец. Если он так хотел вставить ее, чтобы держались мои стояночные колодки, я тогда не знаю, что сказать. Ладно, души. Ну что, друзья, ну как говорится, есть наше любимое средство, это наш народный колхозинг. Все-таки мне
получилось как-то вставить эти солдатики, получилось как-то отрегулировать эти колодки стояночного тормоза. Просто вот я 2,5 часа потратил вот на это дело. Но, конечно же, на качественный ремонт это не потянет. Вам нужно, как я и сказал, купить новые колодки, купить новый механизм. Значит, убедиться, что вот эти солдатики, пружинки вставляются именно туда, куда надо. И сейчас мы проверим, как работают колодки стояночного тормоза. Значит, смотрите, сейчас я зажимаю стояночный тормоз. Смотрите. Он, конечно же, больше зажимается, чем на 5 щелчков, но, в принципе, меня такая ситуация устраивает. Ну что, и попробуем мы ее сдвинуть. Вот, она стоит ровно. Сейчас, смотрите, я отжимаю ручник. Вот, я отжал ручник. Педалька поднялась, и машину я уже могу, как вы видите, одной рукой сдвинуть. Поэтому все работает. Если вам понравился этот ремонт, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо моему помощнику и оператору Андрею Смолянко. Кстати, у него тоже есть канал на ютубе, ссылки я оставлю в описании. Посмотрите, там много лайфхаков по поводу компьютерного ремонта, по поводу интернета, по поводу развития в ютубе. Тоже подписывайтесь, поддержите парня начинающего. И спасибо большое, что были вообще со мной. Категорическое привет, друзья! И сейчас мы будем разыгрывать наклейки за прошлую неделю. И у нас вышло 3 видео. Первое видео у нас было про подушки-коробки. Вот мы берем ссылку этого видео, вставляем ее в наш рандомайзер и смотрим, кто у нас попадется счастливчик. Амар не сделал ссылку на свой аккаунт в ВКонтакте. Гуччи тоже не сделал ссылку. Анар, привет, но ты не сделал ссылку на свой контакт. Автодок Лайф, это мой комментарий. Владимир Филиппов, привет, ты тоже не сделал, ты не участвуешь. Арнольд, к сожалению, тоже не сделал. Руфат, привет, тоже не сделал. Опять Руфат. Получив мясо, вот, молодец. Друзья, всего лишь навсего надо было выполнить простые условия. Я не понимаю, почему вы их не выполняете. Ну ладно, это может быть ваше дело. Попадаем на страницу ВКонтакте, получив мясо. И смотрим, сделал ли он ссылочку на... Вот, Алексей Шматов. Вот, действительно, Алексей сделал ссылочку, репост на свою страницу ВКонтакте. Вот видите, Алексей, я тебя поздравляю. Мы сейчас с тобой спишемся из Алматы. Алмате, привет. Мы сейчас спишемся, и ты напишешь свой адрес, куда тебе отправить, значит, наклеечки. И дальше у нас еще есть 2 видео, и тут очень тоже такая интересная ситуация произошла. Значит, видео про то, где я гонялся с Хондой. У нас даже, не надо смотреть в рандомайзер. Вот вы видите, что нету ни одной ссылки на свой ВК. То есть, я так понимаю, никто из людей, которые смотрели это видео, не решил участвовать в конкурсе. Ну и следующее видео у нас еще было про чистку клапанов. И тут также не нужно никакого рандомайзера, чтобы понять, что только Владимир Моргунов оставил свою ссылку ВКонтакте. Видите, никто больше не писал комментариев, не репостил. Значит, попадаем мы на страницу ВКонтакте Владимира. Видим, да, Владимир вместе с красивым мерседесиком на заставочке. И видим, что он сделал репост. Значит, Владимир, поздравляю, ты абсолютно без конкуренции. Вне конкурентов получаешь наклеечки, мы с тобой тоже свяжемся. Ну что, друзья, я могу сказать, возможно, вам может быть не интересен этот конкурс, тогда мы будем, наверное, его заканчивать. А наклеечку вы сможете получить только тогда, когда попадете на нашу сходку, которая будет в конце этого лета. Всем спасибо за участие.